Всем привет, друзья! Сегодня мы вам расскажем о нечастом госте в нашем автосалоне. Mitsubishi Fuso Canter спецверсия Evolution. Японский концерн марки Mitsubishi представлен у нас в России моделью Mitsubishi Fuso Canter, которая собирается в нашей стране, в Татарстане, на мощностях предприятия КАМАЗа, совместное производство. Сам бренд на нашем рынке присутствует давно, но, к сожалению, представлен только одной модификацией, у которой изначально была полная масса 7,5 тонн. Это относится к категории самых распространенных грузовиков, у которых уже C-категория, и есть большое количество конкурентов. Здесь Hyundai HD78, Iveco Daily 70 C15, Isuzu 75, JAC N80 и еще несколько различных модификаций. Ту модель, которую мы сегодня вам показываем, относится к классу Евро 5. При этом изменения коснулись не только экологического класса, а и изменения полной массы транспортного средства. В угоду требованиям наших клиентов о максимально возможной грузоподъемности и нарастающем количестве весовых постов появилась модификация, у которой была увеличена полная масса на целую тонну. То есть Евро 4 шли с модификацией 7,5 тонн полной массы, Евро 5 идут с модификацией 8,5 тонн полной массы. Это дополнительные килограммы полезной грузоподъемности. Наш клиент поставил нам задачу собрать автомобиль с максимально большим объемом бортовой платформы. Его грузы не требуют температурных условий перевозки, но есть определенные специфики по погрузочно-разгрузочным работам. Это мы вам расскажем, когда будем обозревать надстройку. А за основу нам посчастливилось взять модификацию, которая была выпущена в спецсерии Mitsubishi Fuso Canter Evolution. Lancer, Action, Dacian. Вы можете видеть, что здесь передняя часть кабины оклеена карбоновой пленкой и нанесены пару графических изображений самураев с мечом. Так что у вас все будет четко. В угоду мировым требованиям по безопасности и комфортабельности, которые предъявляются к автомобилям, наш автомобиль не исключение. У него куча разных вспомогательных систем безопасности, комфортных штучек, которые мы вам постараемся вкратце рассказать. При полной массе 8,5 тонн в вашем распоряжении 4 колесные базы. Самая короткая позволяет вам установить сюда фургон длиной 4,5 метров. Вторая колесная база фургон 5,2 метра, примерно на 10 или 12 палет. Третья колесная база по длину фургона 6,2 метра, это либо 12, либо 15 палет. И, как в нашем случае, самая длинная колесная база с индексом К позволяет установить сюда фургон, в нашем случае, 7,2 метра. В случае с тентованными надстройками такие длинные габаритные размеры допускаются. Но в случае установки изотермических кузовов с холодильными установками, тут надо, конечно, трезво взвешивать и оценивать, какая остаточная грузоподъемность при таком огромном кузове у вас получится. Большим преимуществом этого варианта автомобиля является то, что его рама цельная. Под такую длину фургона она целиковая, никакая не удлиненная в наших заводских условиях российских. Такое из конкурентов может предложить только Iveco Daily, Isuzu и с недавних пор у JAC появилась точно такая же удлиненная модификация еще и с закабинным спальником. Поэтому многие обращают внимание на модификацию Mitsubishi Fuso с учетом того, что стоимость этого автомобиля достаточно демократична. Вкратце о характеристиках нашего шасси. Компоновка стандартная, задний привод, рессорная задняя подвеска. На обеих осях установлены стабилизаторы поперечной устойчивости. Тормозная система у нас дисковая с системой распределения тормозных усилий по осям двухконтурная.
Сама система гидравлическая. Бортовая сеть нашего автомобиля 24 вольта. Соответственно, две аккумуляторные батареи располагаются вот в этом ящике, который надежно защищает от того, чтобы наши аккумуляторы по российским, так сказать, трендам были украдены. Поэтому вот этот Роспакет идет уже в базовой комплектации. Ящик в данном случае запираемый. Поэтому можете не переживать. С левой стороны рамы располагается инструментальный ящик. Его размер позволяет положить туда, наверное, только двое плоскогубц и трое непилей. Наверное, больше туда ничего не влезет. Но, тем не менее, он гордо фигурирует в базовой комплектации. Запасное колесо по традиции располагается у нас в задней части рамы. Оно полноразмерное. Радиус наших колес по кругу 17,5. При этом, глядя на заднюю часть рамы, вы можете обнаружить вот здесь вот этот шов. Для достижения длины надстройки 7,2 метра заводу-изготовителю пришлось наращивать задний свес. Соединение именно в этом месте. Но самое главное, колесная база и рама посередине была не тронута. На правой части рамы располагается топливный бак. Его объем 100 литров. Горловина, Роспакет, запираемая. Слева от него располагается небольшой бак для мочевины. Так как класс нашего автомобиля Евро 5, двигатель идет уже с мочевиной. На наше шасси устанавливается единственная модификация силовой установки. Это 3-литровый турбированный дизельный двигатель. Его мощность 175 лошадиных сил. Его крутящий момент 430 ньютон-метров. В паре он работает с единственной вариацией механической 5-ступенчатой коробкой переключения передач. Топливная система на нашем автомобиле Common Rail. В нашей базовой комплектации входит кондиционер. Как и у Isuzu, радиатор кондиционера располагается в районе передней подножки и ничем не защищен, поэтому вам заранее стоит подумать о его безопасности. Также не защищен и блок ABS, который располагается в передней части, на которой летит вся основная грязь. Напомню еще раз, из плюсов этого автомобиля это дисковые передние и задние тормоза, ABS двухконтурная, тормозная система гидравлическая, система распределения тормозных усилий Electronic Brake Direct, а также система курсовой устойчивости ESP. Это плюс. Ну что, господа, самое время заглянуть в кабину. А перед тем, как мы в нее заглянем, хочу обратить ваше внимание на конструкцию зеркал. Вот такая она нестандартная, необычная. Зеркала разделены на две части. Одна прямая, вторая асферическая для обзора мертвых зон. У большинства конкурентов это одно общее зеркало, разделенное на две части. У Mitsubishi Fuso это два разных зеркала. Для России зеркала идут с функцией обогрева. Это огромный плюс. Угол открытия нашей двери примерно 80 градусов. Этого вполне достаточно, чтобы легко и быстро, используя подножку и поручень, впрыгнуть в кабину. Как вы можете видеть, в стандартной комплектации нашей кабины присутствует центральный замок и почему-то один пульт дистанционного управления, электростеклоподъемники, пепельницы, курить это вредно, а также регулируемая рулевая колонка в двух направлениях и в двух плоскостях, как мне комментариями уже там много раз тыкали в нос, что в двух направлениях и в двух плоскостях. Значит, господа, в вашем распоряжении корректор фар, передние противотуманки, большое количество небольших кармашков, солнцезащитный козырек и две полочки слева-справа под различное количество документов. Подстаканники, их здесь целых два. Если они вам не нужны, вы можете их убрать, но над подстаканниками есть замечательный карман, куда можно положить что-то небольшое. И такой же небольшой бардачочек, но запираемый на ключ. Сиденье водителя достаточно удобное. Можно отрегулировать по близости к рулевой колонке, а также по углу наклона спинки. Ремни безопасности трехточечные.
Не забывайте, господа, пристегиваться. Между водителем и средним пассажиром имеется такой специальный желоб, куда можно разместить большое количество разных нужных в дороге вещей. В том числе, например, бутылку для воды, стакан кофе или наш микрофон. В Mitsubishi не все как у всех. В большинстве автомобилей и в большинстве брендов средняя сидушка складывается, тем самым давая вам возможность иметь либо подлокотник, либо столик. Мы долго думали, как она складывается, но пришли к выводу о том, что это лишь только откидывается, давая вам возможность здесь расположиться и, например, в дороге перекусить, а сюда положить большое количество документов. Эта часть, скорее всего, как-то вынимается, но лучше мы ее вынимать не будем, иначе она сломается. Вот, так что в целом, господа, комплектация автомобиля очень и очень неплохая для базы. Большое количество нужных элементов. Даже балалайка здесь есть. Рычаг КПП располагается прямо под рукой водителя с правой стороны, как у Газели, называемый джойстик. То есть это очень удобно и очень располагается на своих местах. Единственное замечание к самой коробке — это то, что она слегка туговато включается. То есть не совсем здесь четко передачи попадают. Вам нужно будет кое-какое время привыкнуть. Как и у Isuzu, задняя скорость имеет специальный зуммер включения. Это очень важно. Что для вас, чтобы вы включили заднюю как водителя, так и для пешеходов, которые сзади могут оказаться. За сиденьем водителя располагаются монтажки, баллонники, а также специальное место, куда можно положить небольшое количество инструмента. Вот таким образом все это дело натягивается, фиксируется, здесь располагается. Раз, два, три. Вернули все в исходное положение. Спинка пассажирских сидений складывается целиком. Вот таким образом. А за ними располагается место для домкрата. Бачок омывателя располагается в кабине, в тепле. Это плюс. Его горловина вот в этом месте не очень удобная. Придется пользоваться лейкой. Это минус. Бортовая шторная конструкция производства завода «Чайка Сервис», город Нижний Новгород. Сюда была установлена по нашему заказу. Имеет габаритные размеры: длина 7,20, ширина 2,55 максимально, с учетом того, что надстройка тентованная, и высота 2,5 метра. В пересчете это дает нам почти 46 кубов по наружным габаритам. Внутренний объем порядка 42-43 кубов. Если брать по палета вместимости, то это 17 евро палет вместимости. Теоретически, когда заказываются тентованные конструкции, люди хотят видеть максимальный объем. В данном случае, насколько мне известно, длину конструкции можно добавить еще примерно 20 сантиметров. Тогда уже будет у вас 18 палет по полу. В высоту иногда добавляют еще 20-30 сантиметров. Это уже зависит от ваших личных пожеланий. Нужна ли вам дополнительная высота? Потому что это и дополнительный полезный объем, и парусность, увеличенный расход топлива. Поэтому решать лично вам. На задней части нашей конструкции установлены ворота. Фурнитура оцинкованная, материал обшивки лакированная сталь. Внутри наша конструкция выглядит вот таким образом. Это каркас из металла, для усиления обшитый рейками из прессованной фанеры толщиной 12 миллиметров. Ворота наши вот так раскрываются, тем самым давая вам возможность осуществлять выгрузку и погрузку через задний портал. Вот таким образом это все открывается. Настил пола у нас сетчатая фанера. Конструкция нашего тента была предусмотрена и согласована с заказчиком
без бортовых откидных бортов. Без откидных бортов. Борта, по вашему желанию, могут быть здесь из стали, а также из алюминия. Либо, как в нашем случае, без бортов вообще. По техзаданию заказчика конструкция полностью шторная. Это означает, что у нас сдвижная полностью крыша для верхней погрузки, а также сдвижные по отдельности обе боковины со съемными средними стойками. Сейчас мы всю эту конструкцию будем для вас разбирать. Господа, уважаемые подписчики, просмотрщики наших видео, давайте объявим номинацию и всем миром, всем братством автомобильным придумаем, куда эту мандулу, которую то бросят на пол вместе с надстройкой с завода, то на скотче примотают к боковой стенке, как в нашем случае. Давайте придумаем, куда мы эту херню компактно положим, расположим и всем заводам разошлем наши пожелания. Жду всех ваших советов у себя в комментарии под этим видео. Самый простой способ проверить грамотность любой конструкции — это дать возможность эту конструкцию разобрать человеку, который, как я, не очень в этом вопросе профессионален. Поэтому пробуем. Мы должны отцепить карабины. Отцепили. Так, теперь эту геометрию поднять наверх. Так, стопоры убрали. Все, по идее мы должны сейчас... А за что цеплять-то, блядь? Брать и вести нашу конструкцию. Ну давайте. По 700. Так, крышу мы с вами разобрали. Сейчас будем разбирать боковину. Наши обе боковины имеют тоже сдвижную конструкцию. При этом они имеют вот такую шнуровку. На задней части нашей конструкции установлена натяжная трещотка. Есть специальный карабин на тенте, который надо к херам снимать, иначе вы не достанете эту штуку, не сможете разобрать свой тент. Вот. And becoming the best at it and mastering myself and seeing what I have within me. If you decide to drop your buckets... Шторные конструкции в большинстве случаев используются для того, чтобы осуществлять боковую погрузку и разгрузку. При этом стойки средние, первая и вторая, должны быть, как правило, съемные. Сейчас мы стойки будем также с вами разбирать. Механизм прост. Откидываем запоры. Она ломается пополам. Дальше надо аккуратно придерживать, иначе есть вероятность, что нижняя часть ударит вам по ногам. Так. Она у нас снимается. Да. Эту часть сняли и эту часть также вынимаем. Вот примерно таким образом выглядит наша конструкция. Подходит она непосредственно вам, под ваши критерии, задачи и функционал решать исключительно вам. Мы лишь стараемся в каждом видео показать, как что есть, что с чем работает. А решение финальное за вами. Друзья, самое время подводить итог по нашему проекту. Нашим клиентам была поставлена задача собрать автомобиль в С-категорию, на котором будет удобно ездить по Москве и Московской области и выгружать нужные товары с большим объемом и с вот таким функционалом выгрузки. У нас получилось базовое шасси Mitsubishi Fuso Евро 5
с полной массой 8,5 тонн. Полную массу мы занизили до 8 тонн и сделали для клиента таким образом немного лучше с точки зрения условий въезда по полной массе. Значит, у нас хорошая базовая комплектация шасси. Турбированный дизельный двигатель, мощный, с системой Common Rail, 175 лошадиных сил, 430 момента ньютона, кондиционер, дисковые тормоза, АБС, система круговой устойчивости. Базовое шасси в очень хорошей комплектации. Исполнение кабины внутреннее очень и очень красивое. Можно даже сказать, что лучше, чем на старых Hyundai X78 или, например, Isuzu. То есть покрасивее, посимпатичнее. Что-то похожее, наверное, на Hino. С точки зрения внешнего исполнения кабины, тут решать лично каждому. По мне, так нравится, так симпатично, так необычно. Соответственно, машина в потоке сразу выделяется. На наше базовое шасси предоставляется гарантия 2 года, либо 200 тысяч километров пробега. Межсервисный интервал 20 тысяч километров. Грузоподъемность нашего автомобиля порядка 4,5 тонн. При полной массе 8,5 тонн. Двигатель Евро 5 с мочевиной. Хороший, экономичный. Работает мягенько, тихенько. За основу мы взяли базовое шасси самой длинной колесной базой с индексом К. На это шасси мы установили бортовую полностью шторную конструкцию, которая расчехляется и крыша, и боковины все по отдельности, плюс задние евроворота. Вместимость нашей конструкции 17 европалет. По внешним габаритам у нас почти 46 кубов, внутренний объем порядка 42 кубов. Стоимость этого проекта составила 3 миллиона 450 тысяч рублей. Если по всем перечисленным показателям этот автомобиль вас устраивает, то можно делать выбор в его пользу. Решать только вам. До новых встреч, мы пошли в другие проекты. Пока.